Большая сделка Трампа. Политзаключенные выходят на свободу. Какую цену заплатит за это мир? Небо над Европой закрывается. Значит ли это, что угроза вторжения становится более чем реальной? Что стало причиной такого поспешного введения ограничений? Убит известный блогер. Кому выгодна ликвидация одного из главных лиц президентской кампании? Страна на грани раскола. Шпионский скандал. Крупнейшая сеть разрушена. Кто эти люди, которые ходили по тем же улицам, а может и ездили в том же транспорте, что и вы? Об этих и других самых главных событиях вечера четверга, 11 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Новый раунд тайного диалога с режимом Лукашенко. В Минск внезапно прибывает американская делегация во главе с Джоном Коулом, официальным представителем президента США. По данным источников, визит проходит по прямому поручению Дональда Трампа и означает перезапуск замороженного белорусско-американского диалога. Факт прибытия делегации США на фоне массовых провокаций с российскими дронами, учений «Запад-2025» и растущего напряжения на границах НАТО выглядит как неожиданный дипломатический маневр. Лукашенко заявляет о глобальной сделке. В связи с тем, что много здесь всякой фальши, я думаю, что нам стоит обсудить эту тему, затронуть ее, и я вам выскажу свою позицию. Она всем в Беларуси известна. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях, тем более они не за политику осуждены, статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду интересно, наверное, не очень, мы им можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений. Вряд ли в каком-нибудь уголовном кодексе действительно есть такие статьи за политику. Интересно, что попросил белорусский диктатор взамен? Как думаете? Пишите в комментарии, не забывайте. Кроме того, загадочная история со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом, который во время дроновой атаки как раз летел в Польшу и якобы должен был лететь еще дальше на восток. Но эта информация еще требует подтверждения. Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко объявил о снятии американских санкций с национального авиаперевозчика Беларуси. Также он передал Лукашенко личное письмо от Дональда Трампа, в котором тот выражает теплые пожелания и подчеркивает важность дальнейшего сотрудничества. У меня для вас кое-что есть, и позвольте мне зачитать это письмо от президента Трампа вам. Первый случай за длительное время, когда великий переговорщик пошел на уступки великому миротворцу. Мы можем назвать имена тех, о ком знаем на 100%, но это не означает, что список ограничивается именно этими фамилиями. Итак, кто оказался на свободе уже? Это Николай Статкевич, Геннадий Федынич, Александр Ярошук, Дмитрий Дашкевич, Ирина Славникова, Павел Мажейко, Павел Виноградов и Максим Винярский. А вот журналист Анджей Почобут и политик Павел Северинец, как и Мария Колесникова, к примеру, все еще остаются в лукашенковских застенках. Более подробный список мы постоянно обновляем в своем телеграм-канале, поэтому не забудьте подписаться. Латвия вводит жесткий запрет на полеты вдоль восточной границы. Воздушное пространство на высоте до 6000 метров и в зоне 50 километров от внешней границы будет закрыто минимум на неделю. Об этом на пресс-конференции объявил министр обороны страны Андрис Спруц. Размещены наши военные подразделения на восточной границе, чтобы при необходимости сбивать вражеские дроны. Мы находимся рядом с Польшей и видим последствия российской агрессии в регионе. Усилена миссия НАТО по воздушному патрулированию. Она готова подниматься в воздух и перехватывать дроны. Это было видно и в Польше. Введены новые системы обнаружения, акустические сенсоры, система наблюдения воздушного пространства, дополнительные радары. На такие предостережения реагируют в Кремле и искренне удивляются. Почему так? Учения действительно будут, это плановые учения, они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками. Будем дальше продолжать эту нашу линию, которая не является ни для кого секретом, всем хорошо известна. И еще раз повторяю, все эти действия не имеют направленности против каких-то третьих стран.
Пока идет расследование, небо становится зоной контроля малой авиации, там больше не будет. Обычным дронам тем более туда нельзя. С 10 сентября по 9 декабря во всей восточной части Польши вдоль границ с Белоруссией и Украиной действуют жесткие ограничения на полеты. Воздушное пространство в этом районе официально превращено в специальную зону, и это не профилактика, а прямая реакция на массированные пролеты российских дронов. Теперь с заходом солнца в этом секторе абсолютный запрет на любые полеты, кроме военных. Днем только с разрешением, по плану, с транспондером и радиосвязью. А для беспилотников полный бан круглосуточно, без исключений. Эта российская провокация, как хорошо известно генералам и нашим солдатам, была не более чем попыткой проверить наши возможности, способность политиков, президента Польши и премьер-министра Польши реагировать на то, что происходит сегодня. Это была попытка и провокация, чтобы проверить механизмы функционирования Североатлантического альянса и нашу готовность к ответу. К слову, Владимир Зеленский предложил Варшаве не просто слова поддержки, а реальную помощь и обучение. Украина готова делиться опытом, наработанным за годы отражения ночных атак шахедов. Важливо і надалі координуватися. Ми домовилися, що наші військові, наші представники Міністерств оборони України та Польщі найближчим часом зустрінуться. Я доручив нашим військовим представити весь досвід, який у нас є в протидії дронам. Зеленский призвал к созданию общей системы ПВО над Европой и предложил ускорить производство дронов-перехватчиков. Польша уже получила предложение обучения, практический опыт и совместная координация на уровне военных. Постепенно понимание приходит и к другим европейским лидерам, которые тоже, якобы, начинают действовать. Это совершенно недопустимое нарушение воздушного пространства Польши. Как вам всем известно, Польша проинформировала своих союзников по НАТО ранним утром о нарушении ее воздушного пространства вооруженными российскими дронами прошлой ночью. Россия подвергла серьезной опасности жизни людей в Польше, стране, которая входит в НАТО и является частью Европейского Союза. Поговорили об этом с политологом, который изучает украинско-польские отношения, Станиславом Желиховским. Скажем так, сотрудничество между Украиной и Польшей может усилиться в контексте противостояния российской агрессии, в том числе тем ракетно-дроновым атакам, которые могут совершаться в будущем. И было бы, мне кажется, резонно со стороны официальной Варшавы принять помощь Украины, принять ее опыт, перенять ее опыт и, скажем так, задействовать в своих реалиях, потому что, по моему мнению, такие атаки могут продолжаться, учитывая то, что российский диктатор на всех возможных уровнях демонстрирует при любом случае, что он готов продолжать боевые действия. Шок и траур в США. Убит известный подкастер, один из ведущих активистов и блогеров, человек, который собирал миллионную аудиторию и считался одним из лидеров правого лагеря. Чарли Кирк, ультраконсервативный активист, союзник Трампа и один из самых ярких голосов президентской кампании. В 4-минутном видео из овального кабинета Дональд Трамп заявляет: «Я полон горя и ярости». Кирк, по словам президента, стал мучеником за правду и свободу, а Америка сегодня переживает темные времена. Смертельный выстрел в шею прозвучал в кампусе университета долины Юта. Снайпер пока не установлен. Кирк скончался в больнице. Все произошло на глазах студентов на территории вуза, куда он приехал выступать. Стрелка якобы задержали, члена Демократической партии в штате Юта. Но, как оказалось, это была ошибкой. Стрелял не он. Я переполнен горем и яростью из-за чудовищного убийства Чарли Кирка на территории колледжа в Юте. Чарли вдохновил миллионы, и сегодня вечером все, кто его знал и любил, объединены в шоке и ужасе. Чарли был патриотом, который посвятил свою жизнь делу открытых дебатов и стране, которую он так сильно любил, Соединенным Штатам Америки. Трамп назвал это политическим убийством, связал его с покушением на себя в Батлере и другими актами насилия, от атаки на Стива Скалиса в 2017-м до расстрела сотрудника United Healthcare в Нью-Йорке.
И ясно дал понять, он считает это войной против республиканцев. Несколько месяцев назад Чарли Кирк жестко критиковал Зеленского, называя его марионеткой ЦРУ, которая повела свой народ на убой. Нападал сторонник Трампа и на Байдена за помощь Украине. Президент призвал признать очевидное: демонизация политических оппонентов ведет к крови. Он пообещал жесткий план действия против радикалов, которые подстрекают, финансируют и разрушают страну изнутри. Агентура Лукашенко под колпаком спецслужб. В Польше вспыхнул международный шпионский скандал. 8 сентября сотрудники АБВ задержали гражданина Беларуси Владислава Н., обвиняемого в работе на иностранную разведку. По данным польских властей, он действовал не только в Польше, но и в Венгрии. А саму операцию спецслужбы готовили вместе с Румынией, Чехией, Венгрией и Молдовой. Суд в Варшаве арестовал шпиона на 3 месяца, а вскоре после этого МИД Польши выдворил сотрудника посольства Беларуси, лишив его аккредитации. Причина – прямая связь с задержанным разведчиком и открытая поддержка режима Лукашенко. Дональд Туск подтвердил задержание и высылку, а чешские спецслужбы тем временем раскрыли больше информации. КГБ Беларуси пытался построить в ЕС собственную разведсеть, прикрываясь дипломатическими миссиями. В Румынии уже задержан экс-замглавы молдавской разведки Александр Балан, которого подозревают в госизмене и передаче секретных данных Минску. Венгерские медиа пишут, что к делу причастен и белорусский оппозиционер, таксист из приграничной Польши. Белорусский МИД, как всегда, открестился и назвал происходящее политически мотивированной провокацией. Но шпионская сеть рушится, и в Европе все меньше сомнений. Режим Лукашенко — это не просто сосед, а подрывная структура под крышей Кремля. Или вы дайте Хамас, или мы это сделаем сами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с жестким предупреждением в адрес Катара, потребовав от властей страны либо изгнать представителей Хамас, либо предать их суду. Нетаньяху обвинил Катар в предоставлении убежища и финансировании боевиков Хамас, и это вызвало резкую реакцию Дохи. МИД Катара выступил с жестким заявлением, назвав слова израильского премьера безответственными и осудив его прямые угрозы нарушить государственный суверенитет. У нас тоже есть свое 11 сентября. Мы помним 7 октября. Что сделала Америка после 11 сентября? Она пообещала преследовать террористов, совершивших это чудовищное преступление, где бы они ни находились. И я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы их изгоните, либо предадите правосудию, потому что если вы этого не сделаете, это сделаем мы. Обострение произошло на фоне удара Израиля по столице Катара, Дохе, нанесенного днем ранее. Целью атаки были политические лидеры Хамас, и этот шаг вызвал волну международного осуждения, поставил под угрозу мирные переговоры между Хамас и Израилем, в которых Катар и Египет выступали посредниками. Катар предупредил, что удар по его территории может сорвать весь процесс урегулирования, и потребовал от Израиля немедленного объяснения своих действий. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.